То, что висит у меня на стене, и то, что вот здесь, вот такие орнаменты характерные, они нарисованы такими мелками. Соус, сепия, уголь, сангина. Мелки, например, выглядят так. И вот этим мелком нарисован тот рисунок. И пальцем. Рисую линию, растираю пальцем, и получается круто. Такие мелки можно засовывать вот в такой механический карандаш, такой толстенький. Вот так выглядят эти мелки вблизи, и ориентировочный ценник на них вот такой. Вот мой набор, которым я работаю, это сепия, это оранжевая сангина, почти вся кончилась, строгий черный уголь, крутой соус. Он еще и водорастворимый, можно размазывать кистью с водой. Беру отсюда мелок, засовываю его в такой карандаш или в такой и рисую. Провожу линию, например, и растираю пальцем. И получается симпатично. И рисовать можно практически на любой бумаге. Линейкой не пользуюсь практически никогда, не вижу в ней смысла. Ровные линии я практически никогда не стараюсь проводить. Я провожу линию от точки до точки. Такими небольшими фрагментами. Раз, 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 раз. И думаю о том, когда я начинаю свою линию, чтобы прийти к другой точке, к которой я должен прийти. Например, есть две точки. Одна начальная, другая конечная. Моя линия – это линия между вот этими точками. Если она будет в процессе не очень ровная, вообще не проблема. Если она будет состоять из нескольких отрезков, то еще лучше получится ритм. Так что практически не использую линейку. И для концептуального проектирования, для начальной стадии моей работы, линейка фактически не нужна. Линейку заменяет с успехом небольшая фигурка человечка. Она дает понимание самоштабности. А все точности, они приходят тогда, когда уже проект более-менее разработан и идет в рабочку, в размеры и прочую историю. Так что линейка нет. Кто сегодня? Чумрики. Купила ништяков в буквоеде. Аквабраш, ИВП и Параллель Пен. Да, в буквоеде рекомендую. Параллельно чертим проект нашего парка. Смотрим умные скетчи нашего преподавателя и одновременно считаем масштабы для питомника. Браво, браво. О боже. Какой невероятный фолиант на кафедре. Снял по нему видос. Ой-ой-ой. Я прям под впечатлением. Так. Это чье? А не указано, кто архитектор. Потрясно. Тут и воронихинские проекты. Крутейшие книженцы. И в руках держать. Ох, блин. Тяжелая. У меня лежат дома карандаши мягкие и угольные, и сепия, сангина. Ну, короче, вот такие вот карандаши, которые имитируют мелки. Вот эти вот такие мелки. Вот такие. И рисование карандашом, оно точнее, а вот этим интенсивнее. И к линии карандаша и его возможностям, ну, я в целом равнодушен. Ну, как бы я спокойно. Но когда я беру вот такую вот штуку с мелком, он дает такую дикую интенсивность линии, экспрессию и объемность, и фактуру, вообще всю кучу странных штук, которые важны для эффектности, что я так смотрю и думаю, о нет, это длинная история. Я хочу вот эту историю, быструю, эффективную, эффектную, суперскую. Но я могу засунуть ее в карандаш и использовать плюсы и той техники, да. Слушайте, мне постоянно лень рисовать. Мне вообще лень вот этой всей ерундой заниматься. Ну, просто рисование для меня обслуживающая структура. Моя тема проектирования и рисование обслуживает ее и дает мне тренировки. А тренироваться лень. Что делать? По-моему, единственный способ это просто тупо начать. Берешь, так говоришь себе, раз, два, на 5 я начну. Раз, два, три, четыре, 5, бум, и сразу начинаешь. И потом вот немного времени пройдет, мозг адаптируется, и ты уже фигачишь.
Вот я не знаю других волшебных рецептов. Вот этот рецепт, он тупо работает. Ты берешь и начинаешь. Чтобы было проще начать, нужно сосчитать до раз, два, три. Попробуйте, работает, блин. Это из ролика про мою проектную графику. Ну, прикольно, ну, круто. Ну, потому что я воспитываю в себе насмотренность. Так как я много в Италии присутствую и изучаю итальянский контекст, и в архитектурной студии работаю, то я, в общем, смотрю на ту традицию. И я туда смотрю, я туда учусь, там учусь, и постепенно, может быть, фрагментами это все начинает напоминать вот эту итальянскую школу, чему я и радуюсь очень сильно. Такой странный перекос, он рождает вот такую вот эстетику. И это, мне кажется, хорошо. Мне кажется, само вот это вот видение мира, а потом его выражение в чем-то, либо в проекте, либо в рисунке, оно воспитывается и нарабатывается. Мне повезло, потому что я попал в итальянский контекст. Попал надолго, по уши. И там произошел такой пуш-буст очень сильный. И это мою картину мира изменило. И поэтому я увидел какие-то штуки, которые я вообще раньше не понимал, да даже вообще и даже и не замечал. Не то, что не понимал. Они оказались там важными, и в итоге я начал их брать себе и каким-то образом реализовывать. И бамс, получается так, что я делаю то, чего не видел бы и не понимал раньше. Нормальный процесс развития, классный. Поэтому, мне кажется, в основе любого творчества и работы, тем более проектной, лежит очень-очень-очень большой объем самообразования, ну и профобразования, да. Вот, общее образование, вот, рулит. Спасибо вам огромное за такую супер идею. Я прям воспользовался. Такие карандаши купил. Уголь сюда, а сюда сепию. И еще куплю такие же для сангины и для соуса. Потрясающе удобно. Прям невероятно удобно. Дико круто. Спасибо огромное. Супер мысль. У меня почему-то уголь не осыпается. Вот это вот лежит уже, висит, вернее, работа недели две, если ничего не путаю. Я рисовал вот этим углем. Это подольские материалы для художников за 260 рублей, такая пачка. И я его втирал пальцем, может быть, это тоже важно. И я прямо работаю с нажимом. Немножко пыли приходит в сторону, я ее сдуваю, и все окей. Это бумага ватман. Не знаю, в чем причина того, что осыпается в вашем случае. У меня так почему-то все прям нормально лежит. И даже не растирается особо. Мне кажется, может быть, есть смысл попробовать другой уголь, ну, может быть, другую бумагу. Сейчас покажу, как скетчить быстро, просто круто. Как рисовать такой ландшафтный эскиз. Тыдым, переходящий в такой. Берем скетчбук, берем перьевую ручку лами, берем фломастер, берем параллель пен. Немножко радуемся. Открываем эту большую симпатичную балду. Так-то выглядит неплохо. Как сделать топ-топ поближе к такому типу графики? Залог успеха — использование перьевой ручки. Конечно, это все ерунда, если вы используете перо. Это идеально. Но сегодня обойдемся и ей. Па-бам! Речь идет о ландшафтном проекте, и его симпатичность зависит от того, насколько вы хороший ландшафтный архитектор. Но про рисунок можно поговорить отдельно. Чтобы добиться в рисунке довольно тонких линий, не вот таких, а вот таких, я переворачиваю перо и рисую этой частью. Вот так. Вот так. Осторожно и чуть-чуть, еле касаясь моей перьевой ручкой моего скетчбука, провожу изящные эстетские линии дорожки. Вторые линии дорожки формирую столь же, стараясь не уходить от хорошего вкуса. Когда плюс-минус дорожная история сформирована, я начинаю переходить к тому, что формирую зеленые насаждения. Рисую их довольно свободными линиями, не особо заморачиваясь, и упираю только на то, чтобы создать большую симпатичную композицию из 2 или 3 предметов. Потом использую параллель пен. Он мне пригодится для того, чтобы делать вот такие вот большие эффектные тени. И это японская ручка для каллиграфии, и ей можно делать тонкие штришки. Снова беру рулами и формирую небольшие фрагменты пергол на дорожном участке трафика. Показываю в виде специальном, каким образом будет работать эта структура. Детализирую все моменты. Пишу необходимые пояснения по проекту.
И на пространствах, которые не дорога, делаю идею озеленения. Возможно, тут будут злаковые. А на пространстве, которое относится к дороге, делаю точкование. Делаю стрелочки на специальные выноски, которые поясняют виды моего проекта. Стараюсь рисовать так, чтобы правая и левая страницы моего скетчбука находились в гармонии. Выглядит круто, я доволен. Если понравился мой стиль скетчинга, то переходи по ссылке в шапке профиля и подписывайся именно на платные уроки. Там я даю вот эту вот историю, которой можно быстро научиться такому типу графики. Меня зовут Эдуард Кичигин. Подписывайся.